из марок военно-морской тематики, хотел сегодня рассказать о серии из 3 марок, посвященной 100-летнему юбилею обороны Севастополя в 1854-1855 годах. Здесь, на Черноморском побережье, в Севастополе, войска Османской, Британской, Французских империй, а позднее и Сардинного королевства, смогли стать свидетелями стойкости и отваги жителей Российской империи. Бои за Севастополь начались с октября 1854 года. Город не имел крепостных сооружений. У нападавших был многократный численный перевес войск, артиллерии и боеприпасов. Использовалось более совершенное стрелковое оружие, имевшее более дальнюю дистанцию поражения мишени, а также военно-морские корабли, работавшие на двигателе и не находившиеся уже в большой зависимости от наличия попутного ветра. При наличии всех этих показателей город не был захвачен, не была объявлена его капитуляция. Защитники Севастополя смогли умело применить имевшееся распоряжение оружия и материала. Оборона Севастополя продлилась 349 дней. За это время город подвергся 6 массированным артиллерийским бомбардировкам с суши и моря. Приветствую всех, кому интересен мир почтовых марок. Оборона Севастополя является ярким историческим событием и имеет колоссальное значение для патриотического воспитания. К 100-летнему юбилею в СССР было принято решение выпустить серию марок, посвященную этой теме. Мы видим 3 почтовые марки, это полная серия. Номинал марок составляет 40 копеек, 60 копеек и 1 рубль. Тираж 1 миллион штук. Предлагаю внимательно рассмотреть эти марки, поскольку они имеют свою достаточно глубокую философию. Обратите внимание, марки посвящены военной тематике, боевым действиям, но на них нет батальных сюжетов. На всех 3 марках использованы рисунки, выполненные известным художником Иваном Ивановичем Дубасовым, автором более 150 оригинальных почтовых марок Советского Союза. Открывает серию марка номиналом 40 копеек, это если следовать от меньшего к большему, на которой изображен памятник затопленным кораблям, сооруженным в 1905 году. В первые дни героической обороны города для преграждения входа кораблей противника на Севастопольский рейд было решено затопить часть старых кораблей при входе в Севастопольскую бухту. Решение о затоплении части кораблей было продиктовано тем, что флот неприятеля составлял из 34 линейных кораблей, 55 фрегатов, в том числе 50 колесных и винтовых пароходов. Черноморский же флот Российской империи в тот момент имел всего 50 кораблей, из них 14 линейных кораблей и 7 фрегатов, и 11 колесных пароходов, при этом ни одного винтового. Снятые с кораблей пушки, а также моряки значительно усилили оборону города. Думаю, капитанам и морякам было тяжело психологически добровольно потерять корабли, на которых служили. Фактически первая марка посвящена самопожертвованию моряков. На марке имеется надпись: «Надолго оставит в России великие следы этой эпопеи Севастополя, которой героем был народ русский». Это цитата великого русского писателя, участника обороны Севастополя Льва Николаевича Толстого из его произведения «Севастополь в декабре месяце». Толстой пишет о народе, поскольку наравне с военными мирные граждане участвовали в создании и восстановлении оборонительных сооружений. Как пишет Толстой, о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которые вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти не за город, а за родину. Простым солдатам посвящена 2 марка, на которой изображены матросы Петр Кошка, Федор Заика, Арсений Рыбаков, солдат Афанасий Елисеев и Иван Демченко, которые стали героями обороны Севастополя. В основу рисунка использованы работы художника Василия Федоровича Тима, который непосредственно присутствовал при обороне Севастополя.
Ему даже украдкой удалось сделать портрет Павла Степановича Нахимова. Именно ему, как руководителю обороны, душе обороны, как его называли в простонародье, посвящена 3 марка. Обратите внимание, что этот же портрет Тима использован и на марке, выпущенный к 150-летию со дня рождения Нахимова. Находясь в Крыму, посетите панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов, расположен на историческом бульваре 1, город Севастополь. Те полотна, которые вы наблюдали в этом ролике, это является составной частью панорамы, подготовленной художником Францем Алексеевичем Рубо. Вспыхнуло утро, и выстрел раздался, и грохот безумный пошел канонад. Над нашим отрядом снаряд разорвался, и начался грохот, звоны бьят.